Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. А у нас появилась еще одна новая коробочка от фирмы Звезда. И на этот раз это американский истребитель пятого поколения F-35 модификации A в 72 масштабе. Рекомендованная розничная цена набора 2200 рублей. Скажу сразу, что это перепаковка фирмы Итальери 2013 года. Но, тем не менее, посмотрим на нее. Что в коробке у нас? Инструкция, литники с деталями, декаль и схема окраски и нанесения декалей. Количество деталей в наборе совсем небольшое. Всего присутствует 3 литника, включая литник с прозрачными деталями. Первый литник перед вами, с деталями фюзеляжа самолета и его двигателем. F-35A, на мой взгляд, самая неинтересная модификация данного самолета-невидимки пятого поколения. У модификации A обычный взлет и посадка, в отличие от модификации B, которая имеет короткий взлет и вертикальную посадку. Есть еще и C-модификация. Это палубная модификация F-35. Фюзеляж выполнен двумя половинами. Кабина пилота проработана. Также очень неплохая проработка ниш шасси и проработка отсека для вооружения. Особенно учесть, что это 72 масштаб. Вот и проводка имеется. В наборе присутствует и двигатель, который так же, как и фюзеляж, располовинен, но видно его все равно не будет. А вот сопло двигателя будет прекрасно видно, и выполнено оно достаточно неплохо. Литник номер 2. На нем шасси самолета, кресло кабины пилота, подвесное вооружение, стойки шасси, киль, стабилизатор. Колесо выполнено двумя половинами, отлиты вместе с дисками и имеет очень слабую детализацию. Можно даже сказать, что никакую. А вот на основных стойках шасси она уже имеется. Редкость, что на таком масштабе есть проводка. Здесь респект. Интерьер кабины пилота более-менее неплох, есть имитация приборов. На приборной панели также имеется имитация, и под нее еще есть и декаль. Переднее колесо выполнено целиком, и это, конечно, хорошо, но это единственное, что хорошо. Кресло кабины пилотов перед вами состоит из 3 частей. Ремни есть и даны в декалях. Киль и стабилизатор. Что здесь сказать? Киль и стабилизатор. Из подвесного 2 управляемые ракеты класса воздух-воздух AAM-120 и 2 комплекта оборудования GBU-31. Про проработку ниш говорил, неплохая. Литник с прозрачными деталями. Здесь хочу обратить внимание ваше, что все детали уже затонированы, и это прекрасно. Декаль достаточно объемная,
5 вариантов окраски присутствует. Есть индикаторы приборов кабины пилотов, даже есть привязные ремни. Декаль достойная. Что вот совсем не скажешь об инструкции. Но есть описание прототипа самолета, есть содержимое набора, а дальше шаги сборки. Но какое-то все мутное, явно не стиль звезды. Видно, что тоже, в кавычках, перепаковка, но русифицированная. Но на самом деле разобраться, что и к чему, возможно, и собрать модель реально по ней. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. Вот схема приятная. На первой странице работа с подвесным вооружением и нанесение декалей на боковые проекции самолета. Вариантов, как я уже озвучил, 5. Первый ВВС США, второй ВВС Италии, третий ВВС Австралии, четвертый ВВС Нидерландов и пятый ВВС Израиля. И на последней странице схема нанесения декалей на верхнюю и нижнюю части модели. Ну и на этом все. При желании прикупить данный набор вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Готов ответить на комментарии ваши. Но вы знаете где. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.